Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов интересная работа с ручками откровенного грызуна. Сегодняшняя моя модель работает в сфере медицинских услуг, поэтому, к сожалению, длинных ногтей сделать мы сегодня не сможем, но исправить это недоразумение постараемся. В данном случае ногти сгрыжены не то что под мясо, а еще глубже, поэтому исправить это будет немножко тяжело. Какими короткими бы ногти ни были, торец нужно обязательно зашлифовать. Использую я сторону пилочки с абразивностью 240 грит. Во время этой процедуры необходимо использовать проверенную пилочку, так как здесь очень объемный, возвышающийся над ногтевой пластиной дистальный валик. Поэтому, чтобы не порезать кожу, необходимо использовать проверенную пилочку, либо зашлифовать края бафиком. В сегодняшней своей работе я использую пилочки, заказанные с сайта AliExpress. На сайте подобных расходников для маникюра и педикюра огромное количество. И всегда хочется найти качественный товар как можно дешевле, еще и чтобы продавец был проверенным. И я, чтобы сэкономить время и деньги, часто пользуюсь одним приложением. Оно называется AliRadar. Скачать приложение можно абсолютно бесплатно. При запуске есть подробная инструкция использования. Нажав на поиск в нижней строке, вы можете автономно найти нужный для вас товар. И выбрав подходящий, можете проконтролировать, как изменялась цена и насколько ответственный продавец. Также можно прочитать реальные отзывы покупателей и посмотреть на товар на живых фотоотзывах. А нажав внизу на колокольчик, вы можете следить за ценой. И как только данное предложение станет дешевле, приложение AliRadar сразу вас об этом оповестит. Ну а если вы нажмете в нижней графе на значок AliExpress, мы сразу переходим в свое приложение AliExpress и с помощью AliRadar мы протестим выбранные нами ранее избранные товары. Например, те пилочки, которыми я сегодня работаю. Нажимаю на товар, затем нажимаю на стрелочку «Поделиться». Листаю вниз и нажимаю «Открыть с помощью AliRadar». И мой товар открывается в приложении. Сейчас можно посмотреть, насколько изменилась цена. На данный момент цена упала аж на $1,5, поэтому сейчас самое идеальное время для покупок этих пилочек. Далее можно посмотреть рейтинг продавца и полное описание его работы. Также, пролистав вбок, можно посмотреть на реальные фотоотзывы и комментарии всех покупателей. Если же товар меня заинтересовал, я нажимаю на колокольчик внизу и буду следить за ценой. Возможно, она упадет еще больше. Также сервисом для лучших и выгодных покупок можно воспользоваться с помощью ПК. AliRadar можно использовать на самых популярных платформах, такие как Google Chrome, Яндекс, Opera, на сайтах, каталогах, мобильных приложениях и с помощью Telegram-ботов. И для вашего удобства ссылку на AliRadar я оставлю в описании под видео. А я продолжаю свою работу. Так как дистальный валик сильно возвышается над ногтевой пластиной, опиливать немножко сложно, но это необходимо. Перехожу к зашлифовке ногтевой пластины. Для этого я использую одноразовые бафики. Бафиком необходимо снять глянец с поверхности ногтей и также раскрыть чешуйки ногтя. Для этого бафик ведем в одном направлении. Около боковых валиков можно поработать уголком бафика. На ногте среднего пальца на первый взгляд видны отслойки, но если хорошо присмотреться, то можно понять, что это не отслойка, а всего лишь наросшая кожа птеригий. Поэтому бафик с ней полностью не справится. Кожа эластичная и резиновая. Поэтому такие детальки я доработаю аппаратом, дабы не перепилить ногтевую пластину. Затем убираю пыль. Перехожу к работе с кутикулой. Пушером аккуратно отклеиваю и приподнимаю кутикулу. Как видите, пушер не давит на ногтевую пластину, я лишь работаю с кожей. Частая ошибка заключается в том, что пушером пытаются сдвинуть не только кутикулу, а и очистить птеригий. На сухую кожу без спецсредства такой фокус не прокатит, поэтому работаем только с кутикулой. Несмотря на ногти-грызуны, кутикула здесь идеальная. И заусенец совсем немного. Видим, отодвигаю кутикулу, а птеригий остается на месте. Также тщательно проверяйте, хорошо ли кутикула отклеилась во всех местах, иначе склейка может помешать во время работы с аппаратом.
После перехожу к работе с самим аппаратом. Я беру алмазную насадку почка с синей насечкой и, включив аппарат приблизительно на 12-15 тысяч, в режиме форварда начинаю обработку левой половинки. Насадка в основном работает лишь с кожей, и делаю упор я на кожу. Для того, чтобы качественно обработать синусы и боковые валики, пальчиком хорошо оттягивайте кожу, заглядывая в то место, с которым вы работаете. Насадкой плавно двигаюсь по коже. Не делайте сильного давления, иначе можете ранить клиента. Щечка насадки едва касается ногтевой пластины и зачищает от птеригия, но давления на ноготь нет абсолютно. Вначале зачищаю кутикулу вдоль проксимального валика, затем перехожу к синусам и к латеральному валику. Переключаю аппарат в режим реверса и обрабатываю вторую половину ногтя. Меняю захват пальцев. Таким образом, делая захват сверху, я могу более тщательнее оттянуть правый боковой валик и также тщательно обработать эту сторону. Снова меняю захват и раскрываю кутикулу, двигаясь справа налево в режиме реверса. Обратите внимание, щеточкой я также работаю в одном направлении, снизу вверх, убирая пыль таким образом, чтобы не опускать лишний раз кутикулу. Теперь насадкой я очищу ногтевую пластину. Фреза плавно, мягко касается ногтя, абсолютно без давления. Счищаю лишь кожицу, наросшую на ноготь. Если вам еще тяжело и вы не так тонко чувствуете давление насадки, для того, чтобы избежать перепилов ногтевой пластины, лучше возьмите фрезу помягче, например, для шлифовки кожи. Также разворачиваем кутикулу. Если вам неудобно добраться до какого-то места на ногте, не пытайтесь выкрутиться сами. Просто поверните ручку клиента в удобное для вас положение. Для того, чтобы после опила избавиться полностью от пыли, я использую влажные салфетки. Для меня это очень удобный способ быстро и тщательно очистить ногтевую пластину от пыли, даже в самых труднодоступных местах. После ногтей я обрабатываю профессиональным средством Nail Prep. По разговору с клиенткой я поняла, что грызть ногти она начинает в тот момент, когда сильно нервничает. Также в этот момент у нее сильно потеют ладошки, что говорит о гипергидрозе, то есть повышенной влажности. Для хорошей носки искусственного материала необходимо тщательно подготовить ногтевую пластину, поэтому я повторно обезвожу ногтевую пластину. Для этого использую дегидратор фирмы Venalisa. Хорошо покрываю всю ногтевую пластину. Не бойтесь, если дегидратор попадет на кожу. Затем я беру праймер, также от фирмы Venalisa. Покрываю край ногтевой пластины и также праймер заходит на дистальный валик. Ссылку на все материалы я оставлю в описании под видео. Начнем наращивание с базы. Это база Strong. Она менее гибкая, но хорошо показала себя в работе. Базу тщательно втираю в ногтевую пластину, забивая все открывшиеся чешуйки на ногте. Также не забывайте запечатывать торец ногтя в таких случаях, ведь в торце натуральной ногтевой пластины хорошо видно огромное количество расслоек, которые нужно запечатать искусственным материалом. Также не стоит бояться, если искусственный материал попадет на кожу в зоне дистального валика. Это на носку материала абсолютно никак не влияет. Затем я беру верхние формы, которые также заказывала на любимом китайском сайте. Необходимо подобрать нужный под ноготь размер. Данная форма вроде как подходит, но если тщательно приглядеться, в зоне вроста ногтя формы не хватает, поэтому я беру форму на размер больше. Затем беру полигель фирмы Розалин цвет опал и капельку оставляю на форме. Беру средство для снятия липкого слоя и макаю кисть.
Отжимаю кисть о безворсовую салфетку. Теперь необходимо материал распределить по форме правильно. Вначале я расплющиваю капельку и стаскиваю материал к боковым валикам. Затем стягиваю материал к свободному краю ногтя. В зоне свободного края геля должно быть меньше. Основную часть материала оставляйте около кутикулы, в зоне, где есть натуральная ногтевая пластина. Теперь форму необходимо правильно приложить к ногтевой пластине. При подобном наращивании форму близко к кутикуле я не прижимаю. Делаю отступ приблизительно в 3-4 мм. Без давления прижимаю форму к ногтю, поправляю и контролирую, чтобы форма не смотрела вверх, иначе ногти будут вверх растущие. Кисточкой сглаживаю материал, делаю плавный переход. Так как форму я не прижимала сильно к ногтю, а материала на свободном крае я выложила немного, из-под низу гель я не поправляю, а сразу отправляю сушиться в лампу. Снимаю форму. Убираю ненужный кусочек геля, и ноготь готов. Он не смотрит вверх, не широкий и имеет красивую архитектуру, которую еще нужно будет доработать. Далее я столкнулась с проблемой на большом пальце. Ноготь здесь имеет довольно своеобразную форму, и верхняя форма к нему абсолютно не подходит. Сейчас я покажу на фото более детально. В зоне вроста ногтя верхней формы не хватает. Также я не могу подвинуть верхнюю форму выше, так как сразу упираюсь в кутикулу, поэтому мне необходимо скорректировать верхнюю форму. Для этого я всего-навсего обрезаю верхнюю форму в зоне, которая будет около кутикулы, и немножко смягчаю углы. Прикладываю к ногтю и видим, что форма села идеально. Теперь выкладываю материал и распределяю. В связи с тем, что ноготь имеет своеобразную форму, он очень короткий и имеет очень сильно возвышающийся дистальный валик, материал я выкладываю одинаково ровно, тонким слоем по всей форме, до нужной мне длины. Архитектуру дострою немножко позже. Прижимаю форму к ногтю. Также контролирую положение формы, чтобы ноготь не смотрел вверх и также не был клюющим. Сейчас на фото хорошо видно. Носик верхней формы вроде как загнут сильно вниз, и вроде как ноготь также будет клюющим. Но на самом деле синим цветом я обвела форму будущего ногтя. И здесь не будет абсолютно никаких клюющих ногтей. И нижняя параллель ногтя идет полным продолжением боковой оси пальца. После снимаю верхнюю форму. Беру твердосплавную насадку с красной насечкой и на оборотах приблизительно в 20 тысяч я убираю ступеньку перехода материала. Во время наращивания я делала отступ в несколько миллиметров от кутикулы, поэтому сейчас произвести опил мне удается с легкостью, совершенно не травмировав кожу. Так как основную работу с опилом я уже закончила, сейчас можно перейти к срезу кутикулы. Для этого я беру ремувер для кутикулы и оставляю по маленькой капле на каждом ноготке. Пушером распределяю ремувер по всем необходимым участкам, для того, чтобы кожа раскисла и стала более податливой. Ремувер на ноготках оставляю на 1 минуту и начинаю срез. Перед срезом, естественно, вытираю излишки ремувера и кончиком ножниц избавляюсь от кутикулы. Срез происходит не особо уверенно, так как у меня перед лицом камера. И только тот, кто снимал видео, поймет, насколько это тяжело. Создается ощущение, что работаешь практически вслепую. Также во время съемки руки часто на весу и не имеют упора, что также усложняет работу. После щипчиками я срезаю все заусенцы и ненужные мелкие детальки. Теперь необходимо достроить архитектуру. Для этого я использую гель фирмы Fox, цвет 208. Вначале ногтевую пластину полностью покрываю тонким слоем геля, делая такой себе мокрый пол, чтобы гель распределялся плавно. Набираю объемную каплю материала, выкладываю около кутикулы и кистью абсолютно без давления, слегка касаясь материала, стягиваю к кончику. Таким образом, основная часть материала остается у кутикулы и плавно сходит к кончику ногтя. Так я достраиваю нужную для меня архитектуру. И продолжаем. Снова делаю подложку геля, выкладываю объемную каплю. И кистью, едва хватая материал, без давления стягиваю к кончику ногтя. Ведь на кончике ногтя объем мне больше абсолютно не нужен. Тонкой кистью можно подправить материал в недостающих местах.
После сушим ногти в лампе. Снимаем липкость. И только теперь я перехожу к опилу ногтей по форме. Как по мне, квадратные ногти на таких ручках будут смотреться лопатками, поэтому я сделаю более мягкую форму. Также произведу опил поверхности ногтя, чтобы убрать некоторые недочеты. Сейчас я работаю пилкой абразивностью 180 грит. Эта пилочка хорошей жесткости и идеально справляется со своей задачей. Так как материалы на свободном крае я выкладывала тонким слоем, сильно под ногтями мне также выпиливать не приходится. Я беру тонкую керамическую насадку с синей насечкой, оттягиваю дистальный валик для того, чтобы кончиком насадки не ранить кожу клиента, и убираю ненужную толщину материала. Перехожу к дизайну. Такой дизайн сможет повторить абсолютно любой человек, не имея никакого художественного таланта. На ногтях должна быть липкость. Так как после опила липкости на ногтях у меня уже нет, я использую ультрабонд, то есть бескислотный праймер. После высыхания на воздухе он оставляет остаточную липкость. Все ногти покрываю бескислотным праймером. Даю буквально 1 минутку высохнуть на воздухе. В это время отрезаю кусочек фольги и матовой стороной прикладываю к ногтю. Фольга идеально перепечатывается, и так я делаю на всех ноготках. Также хочу поделиться секретом, что фольгу можно еще немножко расплавить на ногтях. Для этого возьмем все тот же бескислотный праймер и капнем небольшое количество ультрабонда поверх фольги. Таким образом фольга начнет плавиться и растекаться по ноготку мелкими блестками. Теперь дизайн закрепим топом. Я использую топ от фирмы Вена-Лиза. Этот топ имеет идеальный глянец вплоть до следующей коррекции. Ссылку на все материалы я оставлю в описании под видео. Сушим в лампе. Ногти мы решили сделать матовыми, но так как матовый топ – это декоративное покрытие, а не закрепляющий слой, его желательно всегда наносить на глянцевый топ. Также матовый топ не следует наносить сильно толстым слоем. Сушим в лампе. Теперь вспомним, с чем мне пришлось работать. Это были довольно симпатичные ногти-грызуны с хорошо наросшим птеригием и большими объемными дистальными валиками. А теперь можно посмотреть на то, что получилось. Ногти стали аккуратненькими, коротенькими, ухоженными, с симпатичным необычным рисунком. Надеюсь, они будут носиться долго, и моя клиентка отучится от этой пагубной привычки. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить, когда выйдет мое новое видео. Пока-пока!